Это первая часть видео, в котором я хочу поговорить на тему ошибок новичков, которые только начали изучать 3D-графику. Сколько же возникает вопросов и сомнений? А вдруг у меня не получится? А вдруг я просто потрачу время и все это будет зря? Я прекрасно понимаю те самые чувства, когда ты начинаешь изучать новую для себя сферу, когда у тебя нет опыта и четкой системы, и ты постоянно сталкиваешься с какими-то трудностями. Ошибка номер один – это кидаться сразу в сложные вещи, когда за короткий промежуток времени ты пытаешься выучить все и сразу. Вдохновившись работами других авторов, ты решаешь, что тоже хочешь сделать свою красивую модель, например, дивана с подушками, пледом, да еще и с анимацией облета камеры вокруг него в красивом интерьере. Вот ты сидишь и делаешь модель и понимаешь, что некоторые вещи сделать просто не получается. Не знаешь, что такое развертка, как работают материалы, а ведь оказывается анимация – это тоже целый огромный раздел. И можно долго сидеть ковыряться в программах, не получив желаемого результата. Таким образом, можно очень быстро разочароваться и потерять всякую мотивацию для дальнейшей работы. Поэтому изучать программы нужно планомерно, начиная с самых простых вещей, чтобы понять базовые действия и в целом логику программ. Ошибка номер два – это другая крайность, когда ты откладываешь изучение программ на другой день. Делаешь большие перерывы в работе. Например, ты целый месяц не садился, ничего не моделировал, не визуализировал, ну и так далее. При этом ты рассчитываешь, что когда тебе понадобится, ты быстренько за 5 минут сядешь, посмотришь видеоуроки и у тебя все получится. Или же может просто рождаться отговорка, что-то вроде «у меня нет вдохновения», «нет мотивации» или «у меня не то настроение для того, чтобы сидеть и что-то моделировать». На деле все это так не работает, и чтобы чему-то научиться, нужно садиться открывать программы и начинать их изучать, погружаться в процесс, начать моделировать какие-то небольшие предметы, попытаться их свизуализировать, ну и так далее. И для этого не нужно ждать какого-то подходящего времени. Как и в любом деле, чтобы чего-то достичь, нужно постоянно практиковаться, нарабатывать опыт и систему. И тогда все будет получаться. Со временем ты и не заметишь, как начнешь делать сложные вещи, и будешь потом смеяться и удивляться, почему же ты раньше боялся за такое взяться. Ошибка номер три – это когда ты часами сидишь в программах в попытках самостоятельно во всем разобраться. При этом ты не смотришь никаких уроков и рассчитываешь на то, что вот я сейчас вот понажимаю там какие-нибудь кнопочки, и оно само все как-то получится. Что-то вроде «зачем мне тратить время, если я и сам сейчас смогу во всем разобраться». Да, случайно можно что-то нажать и произойдет какое-то действие. Но, к сожалению, такие попытки, когда ты самостоятельно сидишь и разбираешься в программе без использования каких-либо уроков, очень тратят твое время. Поэтому, если что-то не получается, обязательно нужно смотреть какую-либо информацию по этой теме. И очень важно ставить себе определенные цели. Например, как отделить полигоны, как сшить точки, что такое развертка, ну и так далее. Ошибка номер 4 – это бросать начатое, расстраиваться, а также полностью отказываться от сферы 3D-графики, если что-то не получилось с первого раза. Не бывает такого, чтобы человек сел за компьютер и с первого раза у него получилась красивая модель или какой-то арт. Все эти красивые вдохновляющие работы, которые ты видишь у других авторов, это результат долгой кропотливой работы, а также годы нарабатывания опыта. Ведь никто не рождается со знанием 3D-программ. Абсолютно все 3D-художники проходили эти ужасные этапы, когда не получается, когда все очень трудно, когда делаешь целую гору ошибок. Но преодолевая все эти трудности, ты учишься, ты развиваешься. И только так ты сможешь получить опыт и продвинуться дальше. Поэтому не надо расстраиваться, нужно наоборот сконцентрироваться, собраться и попытаться разобраться в каких-то сложных моментах. Совсем другой вопрос, если ты попробовал позаниматься 3D-графикой и понял, что это просто не твое. Тебе не интересно, скучно, не мотивирует, ну и просто не хочется. Такое бывает. Ошибка номер 5. Как бы странно это ни звучало, но это боязнь выхода из зоны комфорта. Это когда ты из раза в раз обходишь стороной какие-то сложные моменты, которые необходимо изучить. Но осознавая тот огромный объем информации, ты не хочешь этого делать. Например, ты сделал какую-нибудь модельку и накинул на нее текстуру. Ну, легла она там как-то себе. А вот как сделать развертку, ты не знаешь. Ведь если открыть модификатор по разверткам, то мы увидим там целую гору самых непонятных, страшных и ужасных кнопочек. И разбираться в этом как-то прям боязно. Вот и получается, что каждый раз ты обходишь стороной этот модификатор и никогда его не используешь. Или другой пример. Ты сделал какой-нибудь диванчик, а к нему нужно сделать подушки и плед. И ведь там тоже нужен сложный модификатор, который выполняет симуляцию тканей. И осознавая, что тебе придется очень долго копаться и разбираться, ты просто не хочешь этого делать. А какой-нибудь Marvelous дизайнер так вообще вызывает головную боль. Вот и получается, что достигнув определенного уровня, ты топчешься на одном месте, и прогресса не происходит. Я прекрасно понимаю, как сложно сидеть и вникать во что-то новое. Но нужно пересилить себя, потратить эти 10 минут на какой-нибудь видеоурок из интернета, и ты получишь тот самый навык, который тебе так необходим в работе. Поэтому не нужно бояться и паниковать от какой-то сложной информации. Главное все делать постепенно. Вот такие получились ошибки новичков. Это только лишь первая часть видео, скоро я сделаю вторую часть. А на этом у меня все. Всем пока!